История большого четырехмачтового судна «Памир». Большое парусное судно «Памир» – это немецкий четырехмачтовый барк постройки 1905 года. Последний корабль, совершавший торговые рейсы, огибая мыс Горн. Один из двух последних парусных кораблей в регулярной коммерческой эксплуатации. 21 сентября 1957 года попал в ураган Кари и затонул у Азорских островов. Парусное судно «Памир» был построен в Гамбурге и спущен на воду 29 июля 1905 года. Корабль имел стальной корпус. Общая длина составляла 114,5 метра, нос около 14 метров и осадку 7 метров. Три мачты имели высоту 51 метр над палубой, а длина основного рея составляла 28 метров. Судно несло 3800 квадратных метров парусов и могло развивать максимальную скорость в 16 узлов 30 км в час. Обычная крейсерская скорость составляла около 8-9 узлов. Судно «Памир» был пятым из 10 однотипных кораблей. Он был введен в эксплуатацию 18 октября 1905 года и использовался компанией Лейс в торговле нитратами в Южной Америке. К 1914 году «Памир» совершил 8 рейсов в Чили длительностью от 64 до 70 дней, чтобы совершить поездку в один конец из Гамбурга в Вальпараисо или Икике, которые в то время были крупнейшими чилийскими нитратными портами. С октября 1914 года судно оставалось в порту Санта-Крус-де-Ла-Пальма, Канарские острова. Из-за послевоенных условий он не возвращался из Санта-Крус-де-Ла-Пальма в Гамбург до 17 марта 1920 года. В том же году он был передан Италии в качестве военных репараций. 15 июля 1920 года «Памир» покинул Гамбург через Роттердам в Неаполь, буксирами. Итальянское правительство не смогло найти команду для парусника, поэтому судно было поставлено на якорь возле Кастелламаре в Неаполитанском заливе. В 1924 году компания Лейс выкупила парусное судно за 7000 фунтов стерлингов и снова ввела в эксплуатацию в торговле нитратами. Лейс продал ее в 1931 году финской судоходной компании Густав Эриксон, которая использовала ее в торговле пшеницей в Австралии. Во время Второй мировой войны правительство Новой Зеландии захватило «Памир» в качестве военного приза 3 августа 1941 года, когда тот находился в порту в Веллингтоне. 10 коммерческих рейсов были совершены под флагом Новой Зеландии, 5 в Сан-Франциско, 3 в Ванкувер, 1 в Сидней и последний рейс через Тасман из Сиднея в Веллингтон за грузом в 2700 тонн цемента и 400 тонн гвоздевой проволоки. Судно «Памир» благополучно пережил войну, хотя в 1943 году корабль оказался в опасной близости с японской подводной лодкой, замеченной моряками парусного судна. Очевидно, быстро движущийся под сильным и попутным ветром корабль не заинтересовал командира подлодки. После войны «Памир» совершил один рейс из Веллингтона через мыс Горн в Лондон, затем из Антверпена в Окленд и Веллингтон в 1948 году. Судно возвратили Эриксон Лайн 12 ноября 1948 года в Веллингтоне, после чего он отправился в порт Виктория в заливе Спенсер для погрузки австралийского зерна. Во время своего 128-дневного путешествия в Фалмут «Памир» оказался последним винджамером, перевозившим коммерческий груз вокруг мыса Горн 11 июля 1949 года. В марте 1951 года бельгийские утилизаторы приобрели за 40 тысяч фунтов судно «Памир» и «Посад» для дальнейшей разделки. Когда «Памир» буксировали в Антверпен, его купил немецкий судовладелец Хайнц Шлёвен, который ходил на нем в конце 1920-х годов. Также был приобретен и парусное судно «Посад», который часто ошибочно называли сестершипом судна «Памира». Корабли были модернизированы. Отремонтированы помещения для размещения кадетов торгового флота, установлены вспомогательные двигатели. Холодильная система для камбуза, устранявшая необходимость перевозить живых животных для свежего мяса, смонтированы современное оборудование связи и водяные балластные цистерны.
Первый после модернизации рейс «Памир» совершил в Бразилию в 1952 году с грузом цемента, чтобы вернуться в Германию с железной рудой. В течение следующих 5 лет корабли продолжали плавать между Европой и восточным побережьем Южной Америки, но не огибая мыс Горн. Они использовались в качестве грузовых и учебных кораблей, прежде всего совершая рейсы в Аргентину. Хотя немецкая общественность поддержала эту концепцию как символ морских традиций и источник национальной гордости, экономические реалии послевоенных лет ограничивали их применение как торговых кораблей. Грузовые парусники больше не приносили прибыли, а у «Памира» возникали технические проблемы, такие как протечка палубы и поражение коррозией. Консорциум был не в состоянии получить увеличенное финансирование от правительства Германии, взносы от судоходных компаний или государственные пожертвования, и таким образом состояние обоих судов со временем ухудшалось. 10 августа 1957 года судно вышло из Буэнос-Айреса в Гамбург с экипажем из 86 человек, в том числе 52 курсанта возрастом от 16 до 18 лет. Груз 3780 тонн ячменя разместили в трюме, еще 255 тонн в мешках были погружены в балластные цистерны, что грубо нарушало технику безопасности. Записи указывают на то, что это была одна из основных ошибок, предшествовавших крушению, из-за забастовки докеров Дибич. Находясь под сильным давлением требовавшей выхода в море компании, решил произвести погрузку ячменя силами необученной команды парусного судна. Неграмотное размещение груза привело к образованию постоянного крена у «Памира» на левый борт, который к 21 сентября составлял от 15 до 30 градусов. Утром 21 сентября 1957 года судно попало в ураган Кари, не успев убрать паруса. Позже было установлено, что радисту было дано указание произвести инвентаризацию, из-за чего тот не получил сообщения о надвигающемся урагане. Из-за этого парусное судно также не отвечал на радиовызовы кораблей, которые заметили его ранее во время плавания. Из-за внезапно налетевшего шквала судно резко накренилось на левый борт. Поскольку люки и другие отверстия не были закрыты сразу, через них внутрь судна проникло значительное количество воды, как обнаружила комиссия, изучавшая вероятные причины крушения. Юрист судоходной компании на следствии заявил, что вода попала внутрь судна из-за протечки. По мнению комиссии, из-за попадания забортной воды барк накренился, а зерно сместилось, что усугубило крен. В 10 часов 36 минут судно начало передавать сигнал СОС. Капитан не смог затопить балластные цистерны по правому борту, что помогло бы парусному судну выпрямиться, но повредило бы загруженное туда зерно. После того, как судно накренилось, спасательные шлюпки не могли быть спущены, потому что его левый борт находился под водой, а его правый борт был поднят до угла, который не позволял использовать лодки. Парусное судно послал последний сигнал бедствия в 13 часов по местному времени, прежде чем лечь на левый борт. Опрокинулся и затонул после 30-минутного дрейфа в середине Атлантического океана в 600 морских милях, 1100 километров, к юго-западу от Азорских островов. 3 поврежденных спасательных шлюпки, которые вышли из строя Дели во время опрокидывания, и единственная спасательная шлюпка, которая была спущена, дрейфовала поблизости. Позже рядом с местом затопления парусного судна было замечено много акул. На поиски выживших 13 стран бросили 78 кораблей и судов и 11 самолетов, но только 4 члена экипажа и 2 кадета были спасены живыми с 2 спасательных шлюпок. Сообщается, что многим из 86 человек на борту удалось добраться до лодок, но большинство из них умерло в течение следующих 3 дней. Поскольку офицеры и капитан не выжили, причины опрокидывания оставались неясными. Согласно постановлению Морского управления Любека от 20 января 1958 года, ураган Кэрри был в лучшем случае косвенной причиной гибели судна «Памира». Без человеческой ошибки парусное судно «Памир» мог бы пережить шторм. По мнению морской администрации, «Памир» мог выдержать скорость ветра до 100 узлов,
185 км в час, скорости которой, по мнению следствия, ураган Кэрри не достиг. В качестве факторов крушения постановлением перечислили нарушение судна, неграмотная погрузка ячменя навалом, следование корабля курсом на север без корректировки к изменению ветра и движения волн, проблемы с экипажем. Йоханнес Ди Бич, капитан судна, имел крайне ограниченный опыт плавания на грузовых парусниках. Его первый помощник был неопытен. А боцману барка было уже 68 лет, и по свидетельствам выживших, он был болен и нуждался в посторонней помощи в последние часы Памира. Большое количество погибших было объяснено запоздалой и плохо организованной эвакуацией с судна. Помимо этого, гибельным для многих моряков Памира стало неудовлетворительное состояние спасательных средств, находившихся на судне. Усугубило ситуацию и то, что ураган Кэрри был самым сильным в 1957 году, а также присутствие в районе гибели судна акул, хотя при расследовании точно установить, сколько моряков погибло непосредственно от действий морских хищников, так и не удалось. Спустя 1,5 месяца после гибели Памира, однотипный с ним барк Passat, также шедший с грузом ячменя, попал в шторм у Азорских островов, но благодаря грамотным действиям команды судно удалось спасти. Они заполнили водой балластные танки, выровняли крен и уцелели. Данное происшествие стало последней каплей. Существующие намерения вернуть в строй другие парусные корабли в качестве грузовых парусных учебных судов были отменены. На этом эра грузовых учебных парусников завершилась. В церкви Святого Якова в Любеке бывшая часовня Витта была преобразована в часовню судна Памира. В ней находится спасательная шлюпка судна Памира, в которой спасся один из выживших, а также информацию о катастрофе, в том числе записи одного из моряков. Часовня также увековечивает гибель других кораблей из Любека и их экипажей. 21 сентября 2007 года часовня была объявлена Национальным мемориалом гражданского судоходства.